Во время кризиса Луны Терры Binance потребовалось всего 5 минут, чтобы преодолеть потерю в 1 миллиард 600 тысяч долларов. И также генеральный директор Binance сказал, что же нам теперь делать? У нас как бы очень много Луны, порядка 15 миллионов Луны Binance держал у себя. И когда-то это количество монет стоило 1,6 миллиарда долларов. И монеты были частью первоначальной, получается, инвестиции компании в размере где-то 3 миллионов долларов в Terra. Теперь эта капа составляет 270 тысяч. Но основатель Binance довольно быстро принял решение, говорит, в первую очередь компенсировать, пусть Terra Luna Project компенсирует розничных пользователей в первую очередь, а Binance в последнюю очередь. То есть решение было принято довольно быстро. И заняло это время всего лишь 5 минут. Такие дядьки знают цену своего времени. Сейчас я у себя в Телеграме дал сигнал по новой монете, которая недавно залистилась на CoinMarketCap. Мы ее сейчас чуть позже посмотрим. По графику можно сказать, как ведет себя, получается, разработчик, который запустил эту монету. И сейчас я об этом тоже подробненько расскажу. Но перед этим хотелось бы посмотреть, получается, на график Луны Терры, где она сейчас находится. Пружина, сжимается ли пружина, готова ли Луна Терра на новый памп. Или все-таки ей придется какое-то время разгрузиться. На самом деле решает тоже очень много. Новостной шум влияет на всю эту цену. Но в целом пружина сжимается, может быть выстрел. Куда конкретно? Нужно готовиться всегда к двум исходам. Это вверх, это вниз. Хоть и говорят, что нужно анализировать, нужно угадывать. Но смысл угадывать, когда ты банком разумно действуешь, распределяешь, получается, 1% от своего общего там капитала в одну, допустим, сделку или в одну монету осознанно. А мне тоже в закрытом чате, получается, инсайдерскую типа информацию Юра, по-моему, присылал. И скажу так, что, в принципе, сами вот инвесторы, они, в принципе, точно так же ничего не знают и инвестируют какую-то часть от своей прибыли. Ну, там, я имею в виду, какой-то процент от своего общего капитала. И только таким образом им удается оставаться на плаву. Где-то кто-то проседает на какое-то время, потом опять всплывает, выстреливает вверх, потом снова проседает, выстреливает. Ну, это точно так же, как с портфелем, когда ты распределяешь в общие портфели, выбираешь себе монеты, он тоже плавает, проседает. Также у них как бы маленький капитал от большого отличается только тем, что большой капитал уже нельзя запихать туда, где можно работать маленьким капиталом. Большой капитал уже требует другие инструменты влияния для увеличения прибыли. Вот и все, вся разница. В Твиттере последний пост. Мутки такие, ну, как бы типа заканчиваем, да, голосование, значит, скоро вот подходит к концу, и ты можешь успеть проголосовать. И по последней монетке, смотри, что значит. Она такая, как бы, возможно, это монетка чисто вот, которую я запостил в телеграм-канале. Она чисто, как бы, по моим ощущениям, чисто поднять денег просто. Поднять денег, да. Но я не вижу в этом ничего плохого, что там, не знаю, хотят поднять денег, да. На этом тоже можно заработать. Потому что, во-первых, это трендовая история, так как это Dino Step. Step сейчас очень актуальная тема. Вот так выглядит их сайт. В принципе, мне понравился сайт, поэтому я выбрал. Посмотрел, значит, контракт. Контракт есть определенное предупреждение о том, что у владельца, получается, на кошельке есть 4%. Это то, что потому что есть предупреждение. Также обнаружено еще какой-то Debt тоже в контракте есть 2%, 2,84. И еще какой-то Debt 7,18%. Ну, довольно-таки внушительные как бы проценты. Опасно, риск, понимаю. Но факт в том, что заблокировано. Информация о топ-держателях, в принципе, распределена плавненько. И вот здесь даже в топ-держателях указано, что dev, адрес, который владельца 4%. Нормальная монетка. Проверил, значит, покупку-продажу буквально $1. Все, в принципе, произошло. Единственное, здесь система не смогла распознать, что налог при обмене составляет 3%. То есть слипидж в районе, при продаже в районе 4%. И buy tax 0%. Это что вот по новой монетке. Только запустились, только вот капа довольно маленькая, действительно, вот здесь написано, капа заблокирована на 74 BNB. Ну, в принципе, небольшая капа. И сумма сейчас составляет вот здесь вот 33 тысячи долларов. Была такая определенная разгрузка. Кто испугался, повыскакивали. Даже внизу тоже выскакивали. Да, и быстро получается по разработчику, что я как бы чувствую, как он себя, как он действует вообще, да. Вот вижу, выстрелы очень большие.
большие как бы происходят. Раз, вот здесь два. Не особо сильно много там ожидать от этой монетки. Вот и здесь планирую, что вот если там ты видел, я сейчас сделал пики эти, что пик уходит туда, и в моменте вот мало кому удается по той цене продать. Здесь также пик прошел. Что-то поговаривают насчет листинга на CoinGecko. Было бы круто. Здесь конкретно у меня точка входа. Вот она. Здесь я проверял долларом, а здесь я уже зашел, получается, на 20-ку. В целом, знаешь, что еще хотел тебе, допустим, порекомендовать? Если у тебя, допустим, иногда даже пусть в новую монету, да, какую-то заходим, стараться как бы позитивно излагать свои мысли насчет этой монеты. Потому что, в принципе, ты сидишь в этой монете, можно сюда что-то приятное написать, короче. По поводу контракта, потом, ну, что ты думаешь об этом, поставить лайк, ну, как бы полезные действия, да, для того, чтобы монетка как бы росла. Потом, значит, к примеру, время от времени можно заскакивать сюда, пушить эти, как его, гифки. Получается, вот, ну, эта монетка только что сейчас на CoinMarketCap залистилась, и она какое-то время будет стоять там. Это день, два, три. И в течение этого времени можно как бы попытаться забрать свое, и в течение там дня, двух там пофлексить что-нибудь вот такое, там типа вот гифки повыкладывать, что вот типа автобус уезжает, и люди не успевают даже сесть в него, он даже не останавливается, короче. На ходу пришлось чуваку запрыгнуть, и ноги торчат у него. И то есть таким образом, просто помогая монетке расти. Это не принуждение, а желание, чтобы ты понимал, что вот отслеживал там, сел в монету, какие-то полезные действия сделал. Ну вот, если есть на это время. По луне пружина сжимается, что-то сейчас произойдет. Вот здесь вот как крепко, да, зажали и полетели вверх. Здесь тоже крепко ее зажали, она туда шандарахнула. Поэтому вот такие видения. Спасибо за лайк, спасибо за дизлайк. Подписывайся в телеграм-канал и до новых встреч. И подписывайся на YouTube канал.